Всем привет, меня зовут Алла, и сегодня мы будем собирать самую белую и самую пушистую открытку на свете. Снаружи это клубок толстых мягких ниток, а внутри домашняя зимняя идиллическая сценка. Девушка вяжет в кресле, а вокруг нее прыгают ее коты. Я уверена, что такая открытка в качестве новогоднего сюрприза придется по душе не только тем, кто вяжет, но и вообще всем женщинам. Напоминаю, что макет этой открытки для плоттеров можно купить на моем сайте www.alla-grezeva.ru. Итак, давайте приступим к сборке. Прежде всего сложим основу по линиям сгиба внутрь. Теперь нам нужно смонтировать боковые стенки. Сначала приклеим длинную полоску за большой держатель к верхней части открытки, а потом уже расправим полоску по контуру основы. Здесь клей будет удобнее наносить на саму открытку, а не на маленькие держатели. Теперь добавим более короткую стенку. Ушко с линией сгиба мы приклеиваем к торцу, а более длинное ушко без линии сгиба мы подворачиваем внутрь открытки и приклеиваем. Не забывая, конечно, приклеить и всю полоску по контуру. Небо скроет держатели и следы клея. В окошке у нас виднеются заснеженные ели, начнем со слоя покрупнее. Елочки не обязательно складывать четко по линиям сгиба, нам просто нужно добиться эффекта распушенности и объема. На первом слое у нас также прячется домик, он состоит из двух частей. Саму основу с елочками мы переворачиваем и складываем по всем линиям сгиба внутрь. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I've longed for this moment. Клей наносим только на последний держатель. У нас получится утолщение снизу, которое будет создавать в открытке равномерный объем. Соответственно, монтируем этот слой в основу, нанося клей только на выступающую часть. Со вторым слоем нужно проделать все то же самое. Oh, it is Christmas, the first for you and me. Теперь нам нужно загнуть все держатели по контуру основы и приклеить окошко. Клей лучше наносить на само окно. Здесь важно все аккуратно расправить по контуру, но это довольно легко сделать, засунув пальцы внутрь через створки. Теперь спрячем концы гирлянды под раму и приклеим ее на основу. Have you for myself in a cabin out in nowhere. Торец верхней части открытки приклеим к корешку и займемся комнатой. Ковер получился очень милый, мне даже жалко, что его видно не полностью. И бумажная батарея, в отличие от точно такой же у меня дома, на удивление получилась тоже очень симпатичной. Мы ее приклеиваем за последний держатель к верхней части открытки, по центру точно в линию сгиба. Затем деталь складываем пополам, наносим клей на нижний держатель и закрываем открытку. Хорошенько подержите и подождите, пока клей высохнет. Поп-ап держатель для клубков складываем по всем линиям сгиба внутрь. Затем находим узкий сегмент и с этой стороны сворачиваем держатель в коробочку. Выбирайте для этой детали бумагу плотностью чуть ниже, чем у батареи, и выше, чем у кресла. Теперь к внутренней стенке поп-ап держателя мы приклеиваем первый слой елки из клубков. Доделываем коробочку, сворачивая и приклеивая второй конец. На всех этапах работы с поп-ап держателем складываете его, проверяя, насколько хорошо он превращается в плоскую конструкцию. Сзади мы приклеиваем второй слой елки из клубков, а спереди мешок и бант. Теперь важно найти идеальное место для елки. Старайтесь ее разместить максимально в правой стороне открытки, но так, чтобы край елки не выступал за края этой открытки, когда она закрывается. Порядок монтажа здесь стандартный. Сначала мы приклеим вертикальную часть, а затем, сложив деталь пополам, наносим клей на нижний держатель. И, наконец, пришло время главного героя – кресла. Его мы тоже складываем по всем линиям сгиба внутрь. Только сиденье и подлокотники я приклеиваю по очереди. На всех этапах склейки складывайте кресло в ту сторону, в которую закрывается открытка, чтобы проверить, что ничего не мнется при закрытии. Мне очень понравилась бумага горчичного цвета, которая была у меня дома, но она тонковата для этой детали. Здесь у меня 160 грамм, а я рекомендую
рекомендую все-таки использовать бумагу поплотнее, 220-240 грамм. При условии, конечно, что вы и до этого соблюдали рекомендованную плотность для поп-ап элементов. В целом правило такое: каждый следующий элемент должен быть менее плотный, чем предыдущий, но незначительно. Две копии девочки склеиваем друг с другом, не затрагивая нижние держатели. Их мы расправляем в разные стороны. Добавляем ноги, руки и одежду. Кисть руки можно не приклеивать, туда будет удобно просунуть спицы, а потом ниточку. Важно правильно усадить девушку в кресло. Сдвигайте ее максимально вправо в выемку до упора. Ноги постарайтесь уложить так, чтобы они попадали в противоположную выемку. А держатели расправьте снизу под креслом и приклейте. Во время закрытия и открытия открытки ноги могут вести себя немного непослушно, но вот спина всегда будет в четком положении в выемке. Декоративные детали для кресла я приклеиваю на вспененный скотч для объема. Теперь еще один ответственный момент — вклейка кресла в основу. Оно должно оказаться у вас примерно по центру. Перед монтажом обязательно проверяйте, не вылезают ли какие-нибудь части кресла за пределы открытки. Клубочек собираем и приклеиваем к левой, если смотреть от нас, ножке кресла по классической схеме. Котиков можно не приклеивать, а просто зацепить за детали с помощью лапок. Шарф должен повторять контуры кресла, поэтому складываем его к себе, от себя и еще раз к себе. Клей я наношу только на второй и четвертый сегменты. Третий сегмент хоть и проходит рядом с креслом, но не прикасается к нему, поэтому не пытайтесь его приклеить. Ниточку я тоже не приклеивала, а просто просунула в щель с помощью макетного ножа. И, наконец, самое интересное — обложка. Вам понадобится пушистая пряжа с толщиной нити от 1 до 1,5 см. Ее я нарезаю на кусочки по длине отверстий с запасом по 1 см с каждой стороны. И теперь я просовываю эти отрезки пряжи через отверстия в детали с изнанки наружу. На края отверстий можно нанести немного клея, чтобы нитки полностью не проскакивали. Убедитесь в том, что внешняя сторона детали устраивает вас по пушистости, и если надо, немного потяните на себя ниточки. Затем излишки пряжи изнутри нужно просто отрезать ножницами. В критических местах старайтесь срезать только верхний слой ниток. Теперь деталь с пряжей нам нужно соединить с подложкой, которая имеет такую же форму, но не имеет отверстий. Клей мы наносим на всю подложку и затем тщательно приклеиваем вверх. Особое внимание уделите местам, в которые попадают нитки. Там должно быть достаточное, но не избыточное количество клея, чтобы пряжа пропиталась и приклеилась. Если в процессе нитки где-нибудь выскочат, то их нужно просунуть обратно с помощью какого-нибудь тонкого предмета, пока клей окончательно не высох. В нижнем сегменте в одном из отверстий оставьте длинную нитку. Ее можно будет использовать в качестве завязок. Только не забудьте проделать все то же самое и с другой стороны. Клубочек монтируем на открытку, и все, что нам осталось, это сделать спицы. Я их склеиваю по 3, чтобы они были достаточно плотными. В этом случае вместо бумаги, кстати, можно использовать бамбуковые палочки. Спицы продеваем сквозь пряжу и украшаем их полубусинами, стразами или драгоценными камнями, ну или что у вас там есть в запасах. И открытка готова. Я уверена, что вы получите удовольствие, собирая ее и погружаясь в атмосферу спокойного зимнего вечера. Желаю вам как можно приятнее провести этот месяц в ожидании праздников. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока! You're so dark.